Это очень хорошая страна. Пенсия у меня больше, чем я могу потратить. Есть люди, особенно правые, которые утверждают, что в университетах нет свободы слова. Откуда он? Я в оппозиции. Я обожаю королевскую семью. Средняя зарплата примерно от 3 до 5 тысяч евро. Полицию никто не вызывал. Они приходили и баррикадировали кабинет 38 дней. Скажу напрямую, вы срете на жертвы огромного количества людей. Мы сейчас великие. Друзья, всем привет! Я нахожусь в самой счастливой стране мира, в Дании. Я сюда приехал специально, чтобы рассказать вам и показать, как живет эта страна, почему у них получается эффективно развивать свою экономику, достигать самых высоких результатов в разных областях науки, культуры, экономики, политики, почему у них нет каких-то серьезных гражданских конфликтов. И мне интересно пообщаться с людьми, которые здесь живут, которые работают в политике, в экономике, которые занимаются общественной деятельностью, обсудить с ними страну изнутри. Поэтому посмотрите это видео до конца и сделайте свои выводы, почему у них получается и может ли, например, Беларусь пойти подобным путем. И, конечно, не забывайте ставить лайки под этим видео и писать комментарии. Хорошего просмотра! Дания находится в Скандинавии и является членом НАТО и Европейского Союза. Площадь Дании составляет около 43 тысяч квадратных километров, в 5 раз меньше, чем Беларусь и примерно как Гомельская область. Дания стабильно занимает первые места в рейтинге Всемирного доклада о счастье, который Организация Объединенных Наций составляет с 2012 года. Граждане чувствуют себя счастливыми, в первую очередь благодаря высокому уровню жизни. В 2021 году Дания признана самой богатой страной Европейского Союза. Показатель величины финансовых активов семей здесь составил 300 тысяч долларов, в то время как в Румынии всего 13 тысяч. Ожидаемая продолжительность жизни в Дании составляет около 82 лет. Давайте попробуем вместе разобраться и понять, в чем феномен датского счастья и как у них это получается. Свобода личности в Дании неприкосновенна. Ни один подданный этой страны не может быть каким-либо образом лишен свободы на основании его политических или религиозных убеждений. Говорят, датские тюрьмы комфортабельнее, чем отели во многих странах. Я встретился с правозащитником, чтобы узнать, как обстоят дела с правами человека в Дании. Вы занимаетесь правами человека в последние 25 лет, верно? Да, я проработал в этой правозащитной организации уже порядка 10 лет. Я знал про нее и раньше. У нас были совместные проекты, но именно работать в этой организации я начал 10 лет назад. Почему эта деятельность так важна для вас? На самом деле это очень сложный вопрос, но я бы сказал, что права человека — важная тема для каждого. Представим, что у меня нет базовых прав человека, и что меня могут посадить за мнение. Это не только трагедия для человека. Нарушение гражданских прав и свобод — это очень серьезная проблема для целой страны. Из-за этого страдает все общество. И есть наглядный тому пример. Я плохо знаю, что у них происходит сейчас, но тот же самый Китай в совсем недавнем прошлом, да и в восточноевропейских странах эта проблема была до 99-го года. Понимаете, между соблюдением прав человека и настроением в обществе есть огромная взаимосвязь, это очевидно. Какие проблемы с правами человека в Дании? Назовите несколько главных. Так, на этот вопрос сложно ответить, потому что все наши проблемы незначительны. Но я бы сказал, что наша главная проблема заключается в плохом отношении к беженцам. Но это очень важная часть всей
системы прав человека, чтобы у людей была возможность прилететь из страны, будь то даже ваша страна, Беларусь, и получить убежище здесь, в Дании. Раньше сюда прилетало очень много людей, но сейчас правительство пытается остановить поток беженцев. Вообще, эта проблема не только у нас, она по всей Европе. Но здесь она, конечно, намного серьезнее, чем в той же самой Швеции, Норвегии или Германии. Вот одна проблема. Но у нас есть и проблемы поменьше. Например, равноправие между мужчинами и женщинами. Но, в общем и целом, должен сказать, что особых проблем с правами человека в Дании все же нет. Основные черты гражданского облика личности закладываются в семье и в школе. Отличительная особенность всех высших учебных заведений Дании – это минимум теории и максимум практики. В университетах важно учиться договариваться и находить общий язык с другими. Все студенты в Дании получают стипендию около 900 евро в месяц. Это позволяет покрывать часть базовых расходов. В Копенгагенском университете традиции самоуправления корнями уходят в 15 век. Мне рассказали, как у них проходит выбор в студенческий совет и зачем студенты устраивают демонстрации. Меня зовут Эннес Монсон, сейчас я учусь на инженера, и меня избрали в руководящее звено университета, то есть на главную позицию в нашей студенческой демократии. Все поделено на факультеты, где есть представители от студентов на академическом уровне, а также у большинства программ есть студенческий совет, в который тоже проходят выборы. Университет Копенгагена, да, это самый большой и старинный университет. Ему вроде как 520 лет. Я учусь в бизнес-школе Копенгагена, изучаю международный бизнес и политику. Я 2 года назад вернулся из Сингапура, где проучился несколько лет. Это студенческая программа обмена? Да, можно сказать и так. Это международная образовательная программа колледжи Объединенного мира. В ней участвуют 18 школ из 18 стран. И каждой школе в этой программе предоставляют несколько грантов в год, чтобы отправить счастливчиков за границу на 2 года. Кстати, мне повезло познакомиться с девушкой из Беларуси, Мартой, когда я учился в Сингапуре. Она тоже обучалась там по гранту. И мы очень часто обсуждали Беларусь и ситуацию в стране, потому что у нее была очень активная гражданская позиция в движении, которое там сейчас процветает. Скажите, у вас студенты получают стипендию? Да, все студенты в Дании получают стипендию в размере примерно 900 евро. 900 евро? Хорошо. 6000 крон. 6000. Учеба у вас бесплатная или необходимо оплачивать? Все бесплатно. Все обучение, но учебники все покупают сами и, возможно, подрабатывают. Но это очень хорошо, у всех есть возможность учиться. Даже если у вас бедная семья, вы все равно становитесь юристом, врачом, кем только пожелаете. Как вы думаете, можно ли на такую стипендию прожить без дополнительной финансовой поддержки либо какой-либо иной помощи? Почти. Но государство здесь выдает выгодные кредиты. Я бы не сказал. Выжить на эти деньги точно можно, но для этого надо жить на краю города и распоряжаться своим бюджетом очень разумно. Выжить на эти 800 евро в месяц вполне возможно, да. Но в Дании многие студенты совмещают работу с учебой. Я работаю в банке. Это мой дополнительный заработок, помимо того, что я получаю со стипендией. Да, но вообще все жители и студенты Европы без исключения могут обучаться в Дании бесплатно. И также получать эту стипендию. Это распространяется не только на датчан, но и на Евросоюз. Выпускники датских университетов имеют свободный диплом?
Нужно ли вам отрабатывать Да. по контракту в какой-либо компании по завершению учебы? Нет. Ты получаешь диплом и можешь спокойно начать работать где-нибудь, если еще не работаешь, тем самым подтвердив диплом на деле. У вас тяжело учиться? Не скажу, что сложно, но нужна дисциплина. Нужно заставлять себя учиться. Нельзя сдать экзамены, если к ним не готовиться. Поэтому довольно важно относиться к своей учебе серьезно. Это нужно и для работы. Тяжело ли найти работу молодым специалистам? Да, как по мне, вполне просто. Для большинства точно. Для каких-то программ не очень, но для 80-90% просто. Если студент имеет какую-либо идею, насколько легко организовать клуб или какое-то сообщество по интересам? Сколько у вас студенческих организаций в университете и чем они занимаются? Можете об этом рассказать? Конечно. Точно не знаю, но сотни. Да, сотни. Например, у юристов есть свой клуб дискуссий, у экономистов клуб для пробежек. Я участвую в зеленом движении, потому что когда я начал свое обучение, мы даже не рассматривали изменения климата. Мы поговорили с профессорами, программу изменили и наняли нового профессора по экологии. Здесь у студентов довольно много власти. Мы можем менять наш университет под наши интересы. Бизнес вносит заметный вклад в датское счастье, обеспечивая высокий уровень жизни. В рейтинге агентства Doing Business по доступности открытия и ведения бизнеса Дания занимает 3-е место в мире. Страна по праву считается наименее коррумпированной в мире. Важной частью ведения бизнеса в Дании считается доверие. От датской компании можно ожидать, что она поставит высококачественный продукт в срок или честно объяснит причину, по которой это невозможно сделать. Тяжело ли вести бизнес в Дании? Насколько это сложно организовать? Как по мне, очень просто. Да, я жил и работал во многих европейских странах, и в США тоже был. И по своему опыту сужу, что бизнес в Дании — это очень просто. Например, основывать свои компании. У общества высокий уровень доверия. Удобно подписывать контракты, все в цифровом формате и не так много бюрократии. Здесь очень много различных фондов для разных стадий развития компании, начиная с основания и так далее. Также у нас хорошие связи со всем миром. В Копенгагене большой аэропорт, в провинции тоже есть аэропорт. Все говорят по-английски, стабильное правительство, низкий уровень коррупции, много школ, университетов, люди образованные. Тут довольно просто можно найти работников. Опять же, связь со всем миром, все мыслят глобально, знают английский. Единственное, что мне не нравится, хотя плохих моментов тоже много, это большие налоги. Для государства всеобщего благосостояния нужно много денег. Мы все довольны, но это стоит дорого, и налогов много. Скажите, а тема вот бизнеса популярна среди молодежи? Да, конечно. Да. Изучают ли в школах как предмет экономику или бизнес, или какие-то подобные предметы? 3 моих ребенка учатся в школе, и, как я понимаю, что-то им объясняют, но надо бы больше. Например, в 9 или 8 классе они целую неделю работают полный рабочий день. Также иногда им объясняют темы, как-то связанные с бизнесом, на обычных предметах. Я считаю, что этого недостаточно, но что-то все равно преподают. Есть много бизнес-проектов и индустрий. Как Лего, да. Лего занимает 1-е или 2-е место среди всех компаний по производству игрушек. Игрушки, конечно, не так распространены, как машины или телефоны, но это очень прибыльное дело. У нас много мировых лидеров. Есть компания Danfoss, это мировой лидер по производству насосов. Есть Nova, лидер по производству инсулина.
Есть Маркс, лидер по перевозке контейнеров и так далее. Много таких компаний и компаний поменьше, которые занимают первое или второе место в мире в каких-то определенных сферах, которыми они владеют. По-моему, с бизнесом в Дании сейчас все очень даже хорошо. Да, что-то тем или иным образом связано с другими странами, но далеко не все. В Дании насчитывается около 300 тысяч различных союзов, объединений и ассоциаций. Почти каждый датчанин является членом как минимум 7 общественных организаций. Считается, что именно групповое мышление и коллективизм – залог тех успехов, которых добилась Дания. Свобода деятельности общественных организаций в Дании гарантирована Конституцией. Жители страны имеют право без предварительного разрешения объединяться в союзы для осуществления любой законной деятельности. Государство активно поощряет тягу граждан к объединениям, выделяя для этих целей бюджетные средства и помещения. Какую роль выполняют негосударственные организации в Дании? Сколько вообще НГО работает в вашей стране? Точное количество я не назову, потому что в Дании очень много союзов и организаций. В Дании каждый человек состоит в целом множестве различных организаций. Будь то спорт или какое-то занятие в свободное время. Любой интерес человека в чем-либо. Для всего этого есть определенные организации. Дания — страна общественных объединений. Многие жители Дании, я бы даже сказал, большинство жителей, состоят в организациях. Какой процент граждан являются членами таких организаций в Дании? 80%. 80%? Не работают в них, а именно состоят. Да. Вообще, я в руководстве национального ЛГБТ плюс объединения в Дании. И так уже 2 года. Это национальная или университетская организация? От страны. Объединение для всей страны, для всей Дании. Называется ЛГБТ плюс Дания. Я в руководстве уже 2 года, это наш политический голос. То есть это одна из наших функций. Мы представляем граждан Дании, чья ориентация отличается от гетеросексуальной. Но есть как очень маленькие объединения, так и очень большие. Также есть большие организации, которые выступают и представляют интересы каких-то групп людей. Наверное, самая большая организация — это... Я не знаю точный перевод на английский, но они отстаивают интересы пожилых людей. В ней около 700 или 800 тысяч участников. Как только тебе исполняется 60, тебе присылают письмо с приглашением. У них свой журнал, свои мероприятия. Они общаются с политиками, выступая за всю свою группу. Это всего одна организация, но одна из самых больших и влиятельных. В некоторых маленьких организациях участвующих людей можно пересчитать по пальцам. Скажите, у вас в Дании есть какие-то бизнес-ассоциации или союзы? Их много. Да, очень много. Например, в прошлом году я кое с кем основал стартап. И мы впоследствии основали ассоциацию стартапов. Для всех желающих теперь есть такая. Но ассоциации здесь есть для чего угодно. Тут буквально сотни ассоциаций для компаний. Все под контролем, иногда даже с нескольких углов. Например, я мог бы состоять в Dansk Industry, главной бизнес-ассоциации, занимающейся всем. Или в этой ассоциации для стартапов, про которую я говорил. Есть ассоциации для предпринимателей во всевозможных сферах. Есть ассоциации для компаний среднего размера. Можно состоять и в них. Ассоциаций очень много. Это связано с тем, что я называю пятым столпом демократического общества. Это активное гражданское общество. Это выражается в создании подобных организаций. Их создают как для местных футбольных команд, так и для бизнеса. Люди помогают друг другу и делают это по своей воле. Люди сами хотят помогать друг другу,
Поэтому создают имеющие власть ассоциации, к которым должны прислушиваться политики и уважать их. Правительство помогает деятельности НГО финансированием или какими-то иными формами? Не совсем правительство. Граждане скорее обращаются к государственному финансированию. Есть целое множество возможностей получить это финансирование, даже на местном уровне. Можно обратиться как к частным фондам, так и к общественным для финансирования какого-либо занятия. Люди, которые работают волонтерами в организациях, либо молоды, либо уже пожилые пенсионеры. Когда ты еще несовершеннолетний или работаешь на полной ставке, то найти на это время бывает очень сложно. Но многие молодые люди и люди пожилого возраста активно участвуют в работах самых разнообразных общественных организаций. Вы еще говорили, вы работали в Human Rights, в датском. Это государственная организация по защите прав человека, да? Прав человека, прежде всего, граждан Дании или вообще в мире? Но было две части. Была такой большой часть, который только по гражданам Дании. Это был Государственный институт по правам человека. Есть целый ряд таких институтов на весь мир. И они занимаются тем, что наблюдать, например, законности по правам человека и делать отчеты ООН по правам человека и обучать правам человека, например, полиции, адвокатов, других. А некоммерческие отношения НГО, негосударственные организации как-то в Беларуси больше стали сейчас, на ваш взгляд? Ну до 2020 года, имею в виду, когда вы взаимодействовали или был какой-то опыт. Как вы видели эти отношения датских и белорусских НГО? Ну, мне кажется, очень интересно, и очень люди, которые, как будто они, белорусские НГО, не очень отличаются от датских. То есть похожая модель похожие, такая? Да. И у каждого есть, мне кажется, самое главное, люди имеют чувство своих, they have a feeling of their own value. Окей, свои ценности такая. Да, свои ценности, они знают своих правах. Хотя они их не соблюдают, но люди знают они знают свои ценности, они хотят, и поэтому они имеют наравне, это не так, что это вот такое бедное белорусское НПО, и мы такие большие. Нет, это вообще наравне. В Дании самый популярный, наверное, это велосипедный транспорт. Есть такая интересная статистика, что каждая 4-я поездка совершается на велосипедах. И 9 из 10 жителей Дании имеют свой велосипед. В день они проезжают примерно 1,5 километра. Наверное, такая физическая активность тоже способствует тому, что они продлевают себе жизнь. И для этого, конечно, созданы все условия. Есть огромное количество велодорожек, вы видите, вдоль дома. Это типичная картина для любого города Дании, в том числе и столицы Копенгагена. Огромное количество велосипедов, они ездят круглый год на них. И это довольно удобно и комфортно. Конечно, этому и погода, наверное, позволяет, учитывая особый климатический режим, который имеет Дания. Но в то же время я думаю, что инфраструктура — это тоже первостепенное значение, это чрезвычайно важно. У вас есть велосипед? Да, конечно. И вы тоже ездите на работу на велосипеде? Каждый день. Это нормально? Это нормально. То есть не на машине, а лучше на велосипеде? Лучше на велосипеде, да. Это полезно для здоровья? Нет, это просто, это быстрее, это свобода. И можно смотреть то, что хочешь. Вот это чувство свободы. Мне кажется, вот этот велосипед для Чани, это типа свобода. И я видел, что премьер-министр и министр ездят на велосипеде. У вас есть велосипед? Конечно, есть. И вы на нем ездите по городу? Да, каждый день. Каждый. У вас есть автомобиль? Машины нет. В Копенгагене в машинах нет смысла. Тут очень... Парковка не очень дорогая, а вот найти место сложно. Муниципалитет продает больше парковочных мест, чем есть на деле. Велосипед
Удобный транспорт, как вы думаете? Очень удобный и простой. Копенгаген считается самым безопасным городом для велосипедистов, потому что по всему городу есть полосы для велосипедистов. Можно спокойно проехать между домов, через парк, поэтому доезжаешь ты даже быстрее, чем на автобусе или машине. Быстрее разве что только на метро, потому что поезда там очень быстрые. И если нужно доехать от станции к станции, то лучше метро. А так, на велосипеде. У вас Да, есть велосипед? Правда, не сейчас. Раньше я очень любил велосипеды. Долгие годы я летом добирался до работы на велосипеде. Многие люди, даже моя дочь и ее муж, обожают ездить на велосипедах. Да, очень часто, не каждые выходные, конечно, но часто они едут в длинные туры на 50 или 100 километров. Это не только очень популярный вид спорта, но и популярный способ передвижения. К слову об организациях. Конечно, существует и датская общественная организация велосипедистов, поддерживающая эту идею и устраивающая демонстрации для улучшения условий для велосипедистов. Свобода прессы традиционно считается одной из опор современного датского общества. Дания входит в 5 стран с самым высоким индексом свободы прессы, который ежегодно составляет международная неправительственная организация «Репортеры без границ». С каждым годом усиливается роль медиа в принятии политических решений. В последние 10 лет я проработала с организацией «Международная поддержка СМИ». Это датская негосударственная организация, оказывающая поддержку СМИ. Мы хотим усилить свободу самовыражения, безопасность СМИ, роль женщин в СМИ в тех странах, где происходят военные конфликты, или смена власти, или в странах, где независимые СМИ и свобода слова под риском или давлением. К сожалению, сейчас таких стран очень много. Во всем мире? Да, в мире. Беларусь и Россия также? У нас есть определенное финансирование для работы в этих частях света. Мы работаем во многих из них. Работаем из Дании, в соседних, восточных странах. Да, что-то мы проводим. Как вы думаете, почему медиа так важны для демократии? Есть развернутый ответ, а есть краткий. Краткий ответ в том, что это один из столпов демократии. Без независимых СМИ не будет особого надзора. Людям во власти будет не перед кем отчитываться. Не будет платформы для дебатов, где люди могут узнать какую-то новую информацию о политике. Да и в принципе о чем угодно, что важно для их жизни. Поэтому, если в обществе нет свободной и открытой общественной площадки для дебатов, такое общество менее проинформировано. СМИ играют очень важную роль в демократии. Я бы даже поспорила, что без свободы слова и независимых СМИ нет и самой демократии. Свобода слова, к примеру, играет большую роль для всей политической системы. Чтобы СМИ не принадлежали какой-то группе людей пожилого возраста, как это было в Советском Союзе, когда развитие в сферах науки и экономики сильно притормаживалось старыми людьми, стоящими у власти. Ничего не развивалось. Давайте представим, что есть какая-то проблема в обществе. Как медиа может ее решить?
Можно ли сказать, что медиа являются таким универсальным инструментом решения разных проблем, которые существуют в обществе? Определенно. Мне кажется, большинство людей считают медиа крайней мерой. К примеру, зачастую мы видим людей, которым отказывают в убежище. Их впоследствии просят уехать. Они сами часто звонят журналистам. Или друзья семьи, которую просят уехать, звонят журналистам и говорят: «Сделайте что-нибудь, это несправедливо». Они делают всего один звонок, объясняют свою ситуацию, после чего журналист говорит: «Да, это похоже на незаконные действия со стороны службы иммиграции. Давайте попробуем с этим разобраться». Или, например, какой-то свидетель хочет сообщить о незаконных действиях или преступлениях в какой-то компании, офисе или что-то в этом роде. Тогда СМИ, скорее всего, этим заинтересуются и попробуют провести свое расследование, чтобы понять, было ли там и правда что-то незаконное. Или же кто-то из своих личных побуждений хотел таким образом подставить компанию или какого-то определенного человека. Ведь журналистам необходимо не забывать о причинах, по которым кто-то может оставлять жалобы. Обоснованы ли они, или под ними кроется какая-то личная выгода? В таких ситуациях определенно необходимо проявлять профессиональные навыки журналиста. Но я с уверенностью скажу, что СМИ играют важную роль в том, чтобы сделать наше общество лучше, будь то огласка плохих поступков или поиск решения ситуаций. Например, я знаю, что совсем недавно определенный муниципалитет нашел творческое и умное решение для людей, которые ухаживают за престарелыми, чтобы обучить их и придать им больше мотивации этим заниматься. В этой сфере сильная нехватка желающих. И я знаю, что многие муниципалитеты узнали об этом случае подробнее и подумали: как интересно, может, нам тоже стоит что-то перенять? У СМИ есть важная роль — делиться толковыми и инновационными подходами к делу. Неважно, будь то общественное дело или какой-то человек, который что-то придумал или достиг успеха в бизнесе. СМИ играют важную роль в распространении информации. Мускул, который надо тренировать. Первый, получается, один из столпов, на котором держится демократия Дании, это избирательное право, система и конкуренция политических партий. Второй, мне кажется, это медиа. Да, независимые медиа. Независимые. Они не зависят от государства, от бизнеса. Как они функционируют? Да. Дело в том, что они получают достаточно много денег. Кто им дает? Государство. Дает деньги. Да, чтобы у нас была датская медиа. Это все финансируем мы. Мы финансируем некоторые наши главные каналы через выплату налогов. Там нет какой-то точной суммы, которая идет на поддержку СМИ. Но финансирование общественно. Также у некоторых политических партий есть люди, которые, например, могут сидеть в руководстве датской вещательной корпорации. Да, так и есть некий общественный надзор. Так называемая функция регулирования. Но они работают рядом с людьми в правительстве и у власти. К журналистам нет никаких требований, нет новостей или определенных политических направлений, о которых должна сообщать какая-либо вещательная компания. А что касается газет, то
Конечно, у них есть определенные политические движения. Например, в авторских колонках будет больше статей на либеральные темы, потому что автор придерживается либеральных взглядов, а в других больше социально-демократических статей. Но политические они не в том смысле, что журналисты работают так, что люди не верят в полное раскрытие фактов, даже если в статье говорят не самые лестные вещи об их любимой политической партии, потому что так СМИ сразу же потеряют все доверие. Есть ли в Дании пропаганда? Есть ли у нас пропаганда? В моем понимании пропаганда исходит непосредственно от государства, для граждан. Такого у нас нет. У нас нет политической или государственной пропаганды, как мне кажется. Потому что она очень заметна. Заметно и то, от кого исходит информация, которая попадает в ваши личные аккаунты или на ваши телеэкраны. Очевидно, кто за этим стоит. И если ты знаешь, от кого она, то я бы не назвала это пропагандой в таком смысле слова. Понимаете? У нас есть информация для граждан Дании от правительства касаемо ковида. Или во время выборов. Конечно, политические партии будут отстаивать свои позиции. Я не считаю это пропагандой. Для меня это распространение информации и возможность ее получения. Как-то так. Какие тенденции в предпочтениях информации среди разных групп населения? Особенно интересно, что сейчас предпочитает молодежь. Они читают печатную прессу или Facebook, Twitter или какие-то иные источники информации используют. Можете ли об этом более подробно рассказать? По-моему, на предпочтение очень влияет возраст. Facebook не очень популярен среди молодежи. Совсем. Он для тех, кто старше 30. Что предпочитает молодежь? У молодежи телефоны. Новости они узнают из Ютуба и социальных сетей. Причем самых разных. Это и Твиттер, и Фейсбук, и Инстаграм. Даже приложения, подкасты сейчас тоже популярны. У нас. Да. Многие люди. Для прослушивания? Да, аудиоподкасты. Все, на что есть спрос. Будь то ваши новости или даже просмотр фильмов. Все, на что есть спрос. Они предпочитают слушать и смотреть, а не читать. Верно? Даже не знаю. Многие люди, включая молодежь, тоже любят читать газеты. Но если говорить именно о печатных газетах, то их читают люди постарше. Наверное, старше 50. Это те, кто читает печатные газеты. А вот новости в интернете... Есть ли в Дании Да, самоцензура? конечно, я понял. Лучшим ответом будет то, что самоцензуры тут нет. Конечно, есть определенные темы в датских газетах. Например, если какие-то известные люди чем-то болеют или что-то в этом духе, то они, если есть какие-то сложности, то об этом не пишут, но если это касается политики, то цензуры нет абсолютно никакой. Вот есть ли в Дании самоцензура? Конечно, везде, по-моему, есть самоцензура, но у нас самоцензура это не от страха, отчислено или что-нибудь такое. Это просто
от, может быть, может быть, себя чувствуют не слишком доверенные. И об этом очень много говорит, но я думаю, что везде есть самоцензура. Это больше какие-то этические нормы, да? Да, правила? да. А цензуры, как таковой, вот когда там кто-то звонит, просит удалить что-то, нету такого? Это вообще нет. Это нельзя. Нельзя. И сразу, когда что-нибудь такое маленькое есть, тогда сразу большой дебат, большой скандал, да. У нас есть законы, определяющие, что можно говорить, а что нет. Это для... Законы есть, да. Об ответственности. Нельзя просто так публично заявлять, что какой-то политик расист. Нельзя. Обязательно нужно подтвердить это тем, что говорил этот политик. Или сделать это так, чтобы потом не получить повестку в суд. Или не извиняться публично в том, что был неправ. СМИ контролируются профессиональными, этическими стандартами журналистики, которые определяет индустрия. То есть журналистика автономна. Таким образом, приказы идут не только от государства, но и от самих СМИ. Вот определенная грань. Мы можем ее перешагнуть и признать свои ошибки, если нас посчитают виновными в том, что мы ее перешагнули. Также всем известно, что в СМИ есть определенное руководство, которое дает оценку контенту. Абсолютно каждый человек может подать жалобу на что угодно. На телевидение, на статью, на все, что было опубликовано и создано журналистом. То есть подать эту жалобу можно руководству. Они ее рассмотрят, вынесут вердикт, и СМИ обязаны ему повиноваться. Говорят, что датский флаг появился примерно в 13 веке. И вы видите цветовую гамму этого флага, бело-красно-белая. Ее никто не запрещает. И есть такая интересная традиция на все семейные торжества приносить флаг. Его там в тортики вставляют, в разные салатики и прочее. Даже дети многие свой день рождения связывают с этим датским флагом. Еще интересная история, связанная с флагом в годы Второй мировой войны. Известно, что Дания капитулировала в годы войны, когда здесь были нацисты, и этот флаг тоже присутствовал. И никто в Дании из политиков, из руководителей страны не посмел запретить этот флаг. Поэтому вот вы видите, что традиции чтят, культуру, историю. Это тоже, мне кажется, очень показательно. Меня зовут Питер Вальфдорф. Я работаю в FH. Это Конфедерация профсоюзов. Я работаю в департаменте Евросоюза международным консультантом. Одна из моих рабочих обязанностей — это поддержание связей с Конфедерацией профсоюзов в Беларуси. Наша FH — это очень старая организация. Основали ее более чем 120 лет назад. Не нынешнюю, конечно, но предшественницу нынешней. Мы помогаем самым разным работникам, как в частном, так и в общественном секторах. Мы работаем с 57 профсоюзами, учителя, медсестры в общественном секторе, люди, работающие в общественной администрации, и также частные компании. Также у нас есть участники, работающие на секторе в море, рыбаки и так далее. И люди, работающие садовниками, к примеру. То есть все, начиная людьми без особых рабочих навыков и заканчивая профессионалами с образованием. Скажите, а сколько человек входит в ваш профсоюз Дании? Количество участников FH составляет 1,3 миллиона.
Это менее 50% общего числа рабочих в стране? Верно. Всего рабочая сила у нас 2,8 миллионов. Но можно сказать, если посчитать всех в организациях, то будет примерно 60-70%. Примерно так, да. Столько людей. Количество довольно большое, но буду честен и скажу, что участников стало меньше, чем было раньше. Сильный рынок труда – еще одно преимущество Дании. Безработица не превышает 5%, легальное трудоустройство гарантирует работнику достойное вознаграждение. Средняя зарплата в Дании в 2021 году превышает 5000 евро. Самая дефицитная профессия – это инженеры, медики и программисты. Рабочая неделя длится 37 часов, и в обществе ведется дискуссия о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Для кого-то может показаться удивительным, но вопрос заработной платы не входит даже в топ-5 основных тем, которые беспокоят работников в Дании. Я прочитал, что в Дании обсуждается вопрос перехода на 4-дневную рабочую неделю. Так ли это на самом деле? Расскажите, какие дискуссии на этот счет ведутся в Дании? В каком-то смысле. Было уже несколько компаний, которые провели этот эксперимент, чтобы найти новый рабочий режим. 3 дня выходных, 4 рабочих? Очень заманчиво. Насколько мне известно, это не распространено. Но многие компании практиковали это во время пандемии, когда людям пришлось работать на дому. Возможно, поэтому многие компании задумались, чтобы продолжить работать так и дальше. Потому что на своем опыте убедились, что это хорошо влияет на продуктивность. Люди не тратят время на дорогу, до работы и обратно домой, и могут использовать это время для работы. И самим работникам удобно самостоятельно распределять свою работу. 4-дневная рабочая неделя где-то, может, и используется, но далеко не везде. И я бы не сказал, что сейчас это обсуждается. Если человек потерял работу, насколько легко найти новую? Очень интересный вопрос. Ведь ситуация сейчас тоже интересная. У нас никогда не было столько вакансий, как сейчас. Низкий уровень безработицы, по-моему, сейчас он составляет около 3,5%. А вчера я увидел, что количество вакансий на рынке труда на данный момент составляет 35 тысяч. 35 тысяч вакансий. Если есть нужные навыки, можно работать. Поэтому сейчас здесь активно обсуждается вопрос поиска рабочей силы. Как привлечь больше людей прийти на рынок труда. Какая средняя заработная плата в Дании? Я понимаю, что это не совсем правильно так измерять, но все же. Так я вам сразу точные цифры не назову, но точно могу сказать, что разница есть и большая. Зависит зарплата, конечно, от работы и ответственности, от вашего образования и так далее. Но, знаете, минимального размера оплаты труда нет. Такого нет. Но в большинстве договоров о приеме на работу указана минимальная зарплата, да. Мне кажется, что средняя зарплата примерно от 3 до 5 тысяч евро в месяц. Причем это на работах, для которых не нужны особые навыки. Из них еще вычитаются налоги. Это до вычета налогов. Но много людей зарабатывают и 10 тысяч. Также есть у нас принято, что во многих договорах указана и формула расчета пенсии. Какая будет прибавка к пенсии от зарплаты? В каких-то случаях может быть такое, что 1/3 платит работник, а 2/3 работодатель.
В других случаях все платит работодатель. Но это примерно плюс 15%, которые идут в пенсионный фонд. На данный момент возраст выхода на пенсию, я сам выхожу на пенсию в следующем году, так что я знаю, какой это возраст сейчас, 67 лет. 67. Наш парламент принял такое решение, так как растет средняя продолжительность жизни. Да, примерно так. Точный возраст я не помню, но примерно так, да. Но получается, что раз люди живут дольше, то парламент считает, что и работать надо дольше. Чтобы эта продолжительность жизни между пенсией и смертью оставалась одинаковой. Работаем дольше и живем. По объему производства продовольствия на душу населения Дания занимает первое место в мире. Страна является пятым по величине экспортером сельскохозяйственных товаров и продовольствия в Евросоюзе, продавая за рубеж более 80% производимой в стране продукции. Мы производим много свинины. У нас производят примерно 20 миллионов поросят в год. Знаете? Я знаю, у меня есть с собой поросенок. Это такой подарок. Откуда он? Дольше, да. Чем обычно занимаются пенсионеры? Они продолжают работать? Нет. Или они отдыхают? Или путешествуют? Да, так. Вообще, могут ли они себе это позволить? Конечно, это зависит от количества денег. Но в большинстве случаев люди могут больше не работать после выхода на пенсию. Они могут заниматься тем, чем хотят. Это может быть что угодно. От ухода за домом до ухода за внуками, если они есть. Это и путешествия, и спорт. Обычно они счастливы? Да, точно. В Дании, в принципе, много счастливых и довольных людей. Довольных своей жизнью. В Дании пенсионеры имеют возможность для путешествий? Конечно. В Дании довольно интересная ситуация. Ведь больше всего в Дании путешествуют пенсионеры. Если взглянуть на датские газеты, то можно заметить много рекламы от туроператоров. И рекламируют они путешествия во все концы света, начиная Канадой и заканчивая Новой Зеландией. Пенсионеры путешествуют чаще всех. От себя могу сказать, что пенсия у меня больше, чем я могу потратить. Но раньше, сейчас другое время, из-за коронавируса не попутешествуешь. Но раньше я тратил много денег на путешествия по миру. Мы находимся возле здания национального парламента. И вот вы видите, здесь находится сауна. Любой гражданин может пойти и искупаться, принять душ, ванну, погреться. И это все довольно демократично выглядит. Никто вас за это не арестует. Мне кажется, что это тоже раскрывает определенный образ Дании, открытость этой страны. Вот поэтому вот так они живут. Дания является конституционной монархией, где королева выполняет роль главы государства, а правительство формируется из депутатов парламента. Политика Дании основана на компромиссах различных политических партий. Парламент состоит из 179 депутатов и избирается на 4 года. Датская монархия – одна из древнейших в мире, относится к числу самых прочных и популярных институтов Дании. Правящая королева, Ее Величество Маргарета II, правит Данией уже полвека, с 14 января 1972 года. Она является главой датского государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами Дании и главой церкви датского народа. Главной задачей королевы – представлять королевство за рубежом и быть объединяющей фигурой внутри страны. Она принимает иностранных послов и награждает их почетными орденами и медалями. Мое посещение датского парламента вызвало немного удивления.
Для получения пропуска достаточно было назвать имя и фамилию. Документ, удостоверяющий личность, не понадобился. И это еще раз подчеркивает, что в Дании все основано на доверии. В Дании парламент состоит из 179 человек, то есть для большинства нужно собрать 90 голосов. У нас правительство меньшинства, социал-демократы, и 4 поддерживающие правительство партии. Это примерно 50%. Есть оппозиция. Я в оппозиции. Я Катарина Амицбёль. И я в консервативной партии, избранной в Капитолии. У нас в оппозиции 5 главных партий. Скажите, а какая роль оппозиции в парламенте здесь, в Дании? У нас главенствующая роль. Можно сказать, что мы орган надзора. Мы тщательно рассматриваем предложения правительства. Например, новый закон для возобновляемых источников электричества. И мы постоянно ставим его под вопрос, не доверяя правительству во всем. И это правильно. Мы консультируемся с предприятиями и экспертами. Так мы анализируем закон и иногда просим отсрочку. Говорим, так быстро принять закон нельзя. Нужно больше времени. Также мы продумываем предложения. Например, наша партия выступила с предложением о создании национальной стратегии для производства возобновляемой энергии к концу срока. Поэтому от нас тоже поступают предложения. В Дании есть национальный, муниципальный, региональный парламент. Какая разница между ними? Региональный больше сосредоточен на сфере здравоохранения. Эта сфера поделена по регионам Дании. Это главное. Также они отвечают за инфраструктуру и работу, которая проводится между муниципалитетами. Муниципалитеты отвечают за школы, за здравоохранение престарелых, за местную инфраструктуру, энергию, запасы воды, за все, что касается этого. Это довольно серьезные и важные сферы. Каждый год им выделяется определенный бюджет, обговоренный с правительством, без участия парламента. Что очень интересно, потому что бюджет выделяют без согласования с парламентом. Какую роль играет королева? Сам такой Дании, но еще есть Гренландия и Фаровских островов. Поэтому она очень важна не просто для вот датской части Дании, но тоже вот весь этот Commonwealth. Еще она важна тем, что она все-таки, хотя она не мешается политике, но если бы что-нибудь было не то, она бы не поступала. Она, может быть, не подписала этот закон, который она все законы подпишет. Она важна. Я обожаю королевскую семью, особенно королеву. Она глава королевской семьи. Она очень вдохновляет собой многих датчан, особенно женщин, это точно. Многие датчане смотрят на нее и на королевскую семью не только с вдохновением, но и ощущая стабильность. Потому что в демократия полна непостоянства. Иногда. В 90-е, еще до моего рождения, был период, когда государственные выборы в парламент проводились каждые 8 месяцев, потому что никто не мог избрать партию методом большинства. В такой период очень важно, что есть что-то стабильное, и это королева, потому что она стала неким образом стабильности и нашей культуры. С правым или левым правительством, или даже средним, она всегда была рядом и до сих пор здесь. А однажды, когда ее больше не станет, то на ее место сядут принц и принцесса. И, по-моему, датский вариант демократии с королевской семьей вызывает
Во мне гордость. Это наглядно показывает, что можно сохранить демократию в стране. Есть ли конфликт между оппозицией и правящими партиями в Дании? В момент обсуждения, конечно, если мы не согласны насчет политики. И когда мы на заседаниях парламента, то, конечно, мы спорим и обсуждаем даже здесь. Также мы задаем вопросы министрам. Если обратить внимание, то в этом зале очень много камер. Когда мы тщательно опрашиваем министра, чтобы узнать его мнение насчет чего-то или о его поступках, то мы все сидим здесь и задаем вопросы. Здесь сидит оппозиция, нет, здесь, а правящие там. Но работаем мы совместно. В Дании есть такая практика, которая будет очень полезна и в других странах. У нас межпартийная инициатива. То есть, например, не уверена, что вы знаете, но у ООН есть экологические цели до 30-го года. По-моему, Беларусь тоже этим занимается. И у нас есть всепартийная система. То есть мы работаем сообща, чтобы выполнить все эти задачи, поставленные ООН до 30-го года. Почти у всех есть молодежный департамент, которым они организуют мероприятия. А молодые участники партии также участвуют в принятии законов, высказывая свои идеи и позицию. Иногда молодежная партия немного отличается от основной партии. Это тоже приводит к напряжению. Он начал свою политическую карьеру в студсовете. Это очень помогает. Ты обзаводишься связями, понимаешь, как работает демократия, как начать дебаты, как написать статью для газеты, и как уважать наши отличия и отличные взгляды на политику. Скажите, вот тема политики, ее можно обсуждать в университетах? Или университет является территорией свободной от политики, и такие темы нельзя обсуждать в учебных заведениях? Напротив, это хорошее место для политики. Мы многое обсуждаем. Будь то экология, свобода слова. Сейчас мы часто это обсуждаем. Есть люди, особенно правые, которые утверждают, что в университетах нет свободы слова. Это очень интересная тема. Причем то дискуссия как для университета, так и для непосредственно парламента Дании. В ней участвуют наши профессора. Это еще раз доказывает, что общество вовлечено в происходящее в университетах, и как студенты мы узнаем много нового, участвуя в данных дискуссиях. Граждане в Дании активно участвуют в политической жизни страны. Явка на выборах достигает почти 90%, и это результат эффективно выстроенной политической системы. В Дании в день голосования очень много построено на доверии политических конкурентов избирательным комиссиям, организующим и проводящим выборы. Тут невозможно представить, чтобы кто-то даже подумал о возможности фальсификации итогов голосования. Ну, то есть нельзя себе представить, что на каком-то избирательном участке группа единомышленников решит поддержать какую-то партию, которая им нравится, и решат в их пользу сфальсифицировать данные. Это невозможно. Невозможно. Это вообще невозможно. И это даже не понимает общество, как такое возможно. Не понимает, да. Да, во время выборов люди, конечно, голосуют за партию, 80% точно, но между выборами совсем немногие граждане участвуют в работе партии. Наверное, отчасти это из-за наших сильных демократических традиций. У нас есть специальный предмет в школах, на котором рассказывают про общество, про права. Поэтому люди знают, что их голос важен. Мы говорим про это на телевидении. Только в ноябре прошли выборы по муниципалитетам и регионам. Об этом говорили везде. Это помогает. Кто защищает голоса граждан на выборах? Вы знаете, какая ситуация с выборами в Беларуси, где общество не верит избирательной системе? Как обстоит ситуация с выборами здесь, в Дании? И насколько граждане верят избирательной системе страны? Понимаю. Что касается выборов, мы отличаемся от Беларуси.
У нас есть вера в справедливость выборов. Но в странах, где демократия пока только на начальных уровнях, очень важна помощь со стороны, будь то наблюдатели от Евросоюза, ООН также помогает в организации выборов, создавая независимые комиссии для помощи. Потому что без доверия, что выборы проводят честно и справедливо, совсем никуда. Это очень важно. Вы задаете очень важный вопрос. Это необходимо. Возможно, поначалу не стоит полагаться только лишь на одно правительство. Не помешает обратиться за помощью со стороны. Да. Каждый раз, когда в Дании проходят выборы по всей стране или выборы по регионам и муниципалитетам, конечно, я участвую. Я стараюсь говорить об этом с детьми, они понимают, что это важно. Я считаю, это мое мнение, что если вы не участвуете в выборах, конечно, человек может быть сильно болен или находиться за границей, не проголосовав по почте, но в общем, если вы не голосуете, то вы, как бы сказать, скажу напрямую, вы срете на жертвы огромного количества людей, поколение за поколением, которые добивались существования нашего процветающего демократического общества. Потому что не все понимают исторически, сколько усилий было вложено даже здесь для существования мирного демократического общества. Люди относятся к демократии как к должному, словно она будет всегда. На самом же деле, для развития демократического общества надо бороться. Постоянно бороться, чтобы его сохранить. Иначе мы рискуем его потерять. Есть множество стран, в которых была демократия, но все, к сожалению, сильно изменилось. Поэтому люди должны участвовать в демократическом процессе. Они должны понимать, что происходит в обществе. У них должны быть свои взгляды, и они должны участвовать в выборах. Иначе вам как будто плевать на одну из самых удивительных вещей, созданных обществом. Это необходимо. Это могут быть и лобби. Например, я веду активную роль в ЛГБТ+ сообществе. Поэтому нам важно обсуждение законопроектов с политиками через прямой диалог или через министров насчет определенных тем. Для этого можно просто написать им электронное письмо с предложением встретиться для обсуждения определенной темы и нового законопроекта. А потом встретиться с министрами, лидерами партий, политиками. Это так легко организовать встречу с министром? Просто так прийти и все? Они очень занятые люди, конечно, но они заинтересованы в том, что им может предложить их народ. Особенно если дело касается помощи не только себе, но и окружающим, в группе людей. Предположим, что вы написали статью в газету, политик увидит эту газету и узнает о существовании этой группы людей. Возможно, заинтересуется сам. Меня самого приглашали в кабинеты политиков, потому что они мне писали первыми. Студенты часто организовывают демонстрации? Да, много демонстраций. За пределами университета? Как внутри, так и В снаружи. учебных аудиториях прямо в университете? Да, да. Например, демонстрация против каких-то правил? Да. Гуманитарный факультет был в ярости, когда им сказали, что у них не будет особого выбора предметов, а одно строгое расписание. Они были в такой ярости, что спали у кабинета декана 38 дней.
Полицию никто не вызывал. Они приходили и баррикадировали кабинет 38 дней. Никого не арестовывали, все переждали, после чего было заключено соглашение, которое устроило всех, с руководством. Зеленая. Да, это ее программа. Да. Да. Мы хотим перемен. В университете, да. Это предвыборная программа в студенческий совет? Организует все университет. Но студенты юриспруденции и их профессора помогают нам с выборами, чтобы все прошло хорошо в соответствии с законами Дании. Все под контролем. Никакой коррупции и мошенничества. Онлайн-выборы, да. Как вы думаете, выборы в университете, в студенческий совет, помогают в будущем молодым людям участвовать в избирательных кампаниях и проводить честные выборы в парламент? Я уверен в этом. Многие политики раньше участвовали в студсовете или на каких-то форумах. Это все в порядке вещей. Это очень помогает людям понять, как участвовать в дебатах, как писать программу, как не соглашаться без агрессии, как уважать чужое мнение и работать с демократией. Еще в Дании обнаружил во многих зданиях и на улице огромное количество таких приборов, которые спасают жизни. Они называются дефибрилляторы. Вот по-русски так это звучит. И они запускают сердце, если у кого-то вдруг оно остановилось. И действительно, в первые минуты, говорят медики, необходимо спасти человека. Для этого этот прибор расчехляют, достают, и им можно пользоваться. Самое интересное, что огромное количество волонтерских организаций, которые проходят специальные курсы для того, чтобы научиться пользоваться этим прибором. Особенно люди в возрасте имеют некоторые нарушения сердечного ритма, и если в первые минуты не оказать помощь, то человек умирает. Но вот здесь, видите, они тратят какие-то ресурсы на то, чтобы оснастить здания и улицы вот такого рода спасательными приборами, и после этого, конечно, вызывают скорую помощь. Но мне кажется, это навык, которым и такой вот инструмент, которым, конечно, можно в будущем оснащать и другие города, в том числе и в Беларуси. А вот если бы вы смогли описать Данию несколькими словами, что бы вы сказали про Данию? Я бы сказала, что у нас очень сильное гражданское общество. Не просто так НПО, не всегда организовано, но люди, которые очень участвуют в своих, мне кажется, каждый человек является членом какой-нибудь такой не государственной. Вот у меня, например, по-моему, я в 5 или 6, просто так. Даже не думаю о том, что я есть, но 5 таких организаций. Значит, очень сильное гражданское общество, очень большое доверие, очень высокая социальная защита, очень-очень и бесплатная медицина, бесплатная школа, бесплатное высшее образование. И очень коротко между обычных граждан и политическая система. Ну, каждый может даже войти и говорить со своими политиками. Поэтому и очень богатая страна, хотя неравенство небольшое. Есть, конечно, бедные, есть очень богатые, но все-таки не чересчур так. Мы, небольшая страна, считаем себя лучшими в мире, и в основном общество у нас и правда хорошее, где доверие спасает нас от слишком поляризованных публичных дебатов. Вы найдете множество датчан, говорящих, что им очень повезло родиться в Дании, потому что о нас заботится социально направленное государство с рождения и до самой смерти. Бесплатное образование, медицина и
У нас нет особых проблем с преступной активностью и коррупцией и прочими проблемами, которые обычно очень мешают обществу. У нас есть небольшие проблемы между богатыми и бедными. Какие-то люди видят проблему между столицей, Копенгагеном, и другими городами, где меньше возможностей, меньше работы, где дома сильно дешевеют из-за того, что уезжают молодые люди. Но в остальном это очень хорошая страна. Я согласна. Я бы сказал, что мы живем в одной из самых счастливых и чудесных стран в мире. Важно сохранять величие прошлого, ведь у нас богатая история. Мы сейчас великие, поэтому мы относимся к себе серьезно. Но не без скромности относительно нашего места в мире, что немного противоречит. Тем не менее, мы гордый народ. Но мы открыты к идеям из-за границы и изнутри. Вы можете описать Данию несколькими словами? Это очень сложно. Здесь много нюансов, но страна прекрасная. Маленькая страна и во многом совсем незначительная. 5,5 миллионов человек на полуострове и маленьких островках над Большой Германией. Географически незначительно, количество населения тем более, но страна и сообщество просто замечательные. Мы смогли развиться с небольшим количеством природных ресурсов, и наша страна процветает. Мы очень богатая страна. Вряд ли датчане это понимают, но мы очень богатые по сравнению с остальным миром. И создали мы это богатство почти без природных ресурсов. Это безопасная страна, не без преступлений, но относительно она безопасна. Это чувствуется. Потому что тут низкая преступность и нет коррупции. У общества много доверия, что просто необходимо для хорошей страны. Без доверия никуда. И это доверие непоколебимо. Эта страна дает много возможностей для людей, которые хотят перемен. Хорошая страна для семьи и детей. И не очень холодно. Друзья, на этом моя поездка в Данию подошла к концу. Я поделился с вами всем, что увидел в этой стране. И в процессе поездки мне подарили такого поросенка. Я его назвал Питер. И я вот с Питером хочу подвести некоторые итоги об этой стране. Я думаю, что вообще Дания мне показалась очень интересным государством, где граждане очень счастливо живут. Они живут счастливо, потому что они друг другу доверяют. Доверяют политической системе, доверяют органам власти. Конечно, у них есть королева, которую они очень почитают. Они стараются строить свое общество открытым. Они уважают права каждого. И мне кажется, это то, чего не хватает во многих странах постсоветских, в том числе и в Беларуси не хватает этого доверия. Потому что на доверии основано вообще развитие любой системы. И мне кажется, то, что делают датчане, можно назвать, наверное, социализмом, потому что вот вы тоже слышали разные точки зрения о том, что у них бесплатное здравоохранение, бесплатная медицина, но при этом они платят высокие налоги. И молодежь, если она уезжает учиться за границу, она возвращается в Данию. Дания довольно прогрессивное государство в плане технологий, и мне кажется, в этой стране есть много чему поучиться. Я думаю, что опыт Дании может быть наиболее, на мой взгляд, такой успешной страны. И многие наработки, которые имеет Дания, в том числе в области избирательного права, в области функционирования политической системы, они играют, мне кажется, очень важную роль. И мы можем подумать над тем, как перенять опыт Дании вообще в будущем реформировании в Беларуси.
это действительно заслуживает большого уважения. Вот. А Питер желает вам хорошего настроения, и я думаю, что вы можете оставить свои комментарии под этим видео и написать, что вы думаете о Дании вообще, насколько полезным был этот фильм для вас и вообще какие новые впечатления у вас остались. Конечно, напишите ваши рекомендации, какие инновации, какие мысли, которые вы почерпнули из этого фильма, стоит вообще реализовать в Беларуси. Вообще возможно и нужно ли это? Пишите, ставьте лайк, не забывайте, кстати, обязательно. Вот, и всем пока.